Смотрим следующий слайд. И этот слайд посвящен в аренде рынка жилой недвижимости, новое жилье в целом по провинции Ларнака. В годовом измерении видим, что сравниваем июль 2026 года с июлем 2025 года. По локациям или по городам можете посмотреть. Аренда везде, в общем-то, положительная динамика. В целом по провинции 2,20% роста в течение года. Это вполне адекватное поведение рынка. Естественно, радует Ларнака. Жилье, кто сдает свое в Ларнаке, новое жилье, оно показывает динамику роста за год почти 4%. Это ни одно финансовое учреждение на Кипре вам такой пассивный доход не обеспечит. Если говорить о рынке старого жилья в аренде, то здесь у нас вообще красота: 3,84% роста аренды за год. Напомню вам, что вот здесь цифры, которые характеризуют одна, двух, трех и выше спальни в многоквартирных домах. То есть апартаменты с одной и там три и выше спальни. То есть вот это все среднеарифметическое число. Но я показываю вам итог: 3,84%. Ну, шикарно, просто пассивный доход. Очень даже по сравнению с новым жильем, ну, вполне мы видим на 1,5% больше. А вот теперь об адекватности поведения рынка по предложениям и рынка по аренде объяснит нам вот данные, статистические данные, которые любезно предоставляет Евростат и служба статистики острова Кипр. Мы видим, что первый квартал, да, 2026 года — это внутренний региональный продукт, то есть основной индикатор, который характеризует развитие экономики. Даже вот подчеркнул вам, какие основные отрасли у нас, что называют, являются лидерами. Это ритейл, то есть розничная торговля, ремонт автомобилей, информационные технологии и коммуникации, финансовые и какие-то там эти самые страховые услуги. Да? То есть всего 4 сегмента экономики. Строительная отрасль здесь, друзья, отсутствует от слова совсем. Ну вот так получилось. И смотрим, что же произошло у нас с внутренним валовым продуктом целого острова Кипр. Сравнивая первый квартал 2026 с первым кварталом 2025 года, мы видим, что экономика, друзья, охлаждается. То есть, если здесь 3,6, второй квартал 3,7% роста, это все мы говорим о росте. Здесь уже 3,6, здесь незначительный, но это всегда бывает к концу года небольшая динамика роста, 4,3%. То первый квартал 2026 года показал нам охлаждение экономики до 3%. 3,6, ну, несложно, да, увидеть, что это снижение внутреннего валового продукта. То есть это тревожный, друзья, сигнал. И как бы это говорит о следующем. Давайте следующий посмотрим слайд. Здесь мы поговорим о инфляции. Инфляция, видим, да, апрель 2026 года 2,8 составила. Вот такой вот график видим. Что такое инфляция? Напомню вам, друзья, кто забыл, есть закон стоимости, который гласит о следующем, что любая экономика работает сбалансированно, если товары и услуги, которые производятся в этой экономике, они соответствуют деньгам, которые, в общем-то, в обороте. Это и фиатные деньги, это и денежные агрегаты М0, М1, ну и там денежные обязательства страны и так далее. Да? То есть все вот эти денежные агрегаты и финансовые, вернее, и фиатные деньги должны соответствовать выпущенным товарам и услугам. Напомню вам, что недвижимость является таким же товаром. И вот если денег в обороте больше, то за эти обесцененные деньги можно все меньше и меньше купить тех же самых товаров и услуг. Вот это и называется инфляционные процессы, когда обесцененные деньги не дают возможность приобретать такое же количество товара, который вы приобретали, там, условно говоря, год назад. То есть на 2,8 деньги обесценились. Вот это инфляционные процессы. То есть мы увидели, что это, в общем-то, ну, для Евросоюза, в принципе, нормальная цифра.
Но для товара и услуг переходим к аренде. По аренде видим, да, если на 2,8 обесценились, так сказать, эти самые деньги, процента, то должна, нет, вот это да, не аренда, то должна как минимум на 3% вырасти недвижимость. А она выросла всего лишь в целом по новое жилье по провинции Ларнака, ну, на 1%. То есть, по сути, она обесценилась. То есть, инфляционные процессы обесценили вашу недвижимость. Единственное, что могу сказать, в Ларнаке недвижимость сохранилась в своей стоимости. Это новое жилье, и старое жилье даже немножко подросло. То есть вот такая простая математика. Смотрим инфляцию и понимаем, если за год стоимость квадратного метра не выросла до 2,8 инфляция, да, то значит ваша недвижимость за год подешевела. Если она, допустим, там всего лишь на 1% или на 1,8, как в Родипу, выросла. А вот теперь давайте поговорим о стоимости денег, о пассивном доходе. Это вот третий вот этот, видите, показатель, я собрал их в кучку все. Это Центральный банк Кипра дает понятие о учетной ставке. Конечно, это тоже в апрельские данные. Учетная ставка 2,15%. Что такое учетная ставка? Напомню вам. Это стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг. То есть под такие деньги кредитуются коммерческие банки и уже кредитуют юрфизлиц там по другой процентной ставке, там больше 6, они, по-моему, я не видел. Ну, то есть вот эта маржа, ее посчитать очень просто. И также видим депозит. Депозит, если вы решили, допустим, положить свои 10 тысяч евро, то депозит 2% позволит вам получить пассивный доход. Сколько? 200 евро в течение года. Совершенно верно. А вот теперь об аренде. Потому что аренда позволяет нам также получать пассивный доход. Здесь мы видим, что пассивный доход в целом по провинции Ларнака 2,20%. Ну, это как бы ни о чем. Почему? Потому что это не совсем чисто операционный доход. Здесь надо вычесть налоги, вычесть амортизацию, ну и так далее. То есть получится меньше в итоге, чем депозит, который предлагает вам финансовое учреждение. То есть это не вариант себе приобретать недвижимость, которая не будет приносить вам пассивного дохода больше, чем в финансовых учреждениях. А вот со старым жильем здесь, друзья, динамика чуть-чуть получше. То есть, приобретая старое жилье и сдавая его в аренду, вы получите чуть ли не 4% пассивного дохода за вычетом налогов и амортизации на обслуживание квартиры. Но это пускай будет 3%. Все равно это как бы там 2%, а здесь 3% чисто операционный доход или пассивный доход, который будет генерировать старая недвижимость в том или ином населенном пункте, муниципалитете. Ну, в общем-то, видите, так вам постарался очень подробно рассказать о том, что произошло с недвижимостью. Провинция Ларнака. Давайте закрою сейчас, закрою показ слайдов и поговорим о прогнозах. Друзья, ну, в прогнозах я, еще раз говорю, применяю многофакторный анализ, показал даже частично вам несколько макроэкономических показателей, которые характеризуют развитие экономики. Так вот, я все-таки предполагаю, что стоимость квадратного метра до конца года будет незначительно расти в целом по провинции. И, ну, это логика, то есть до 3%, наверное, там 2 целых, может быть, меньше чуть-чуть, 0,8. То есть вот на уровень инфляции должна вырасти стоимость квадратного метра. Экономика работает сбалансированно, Кипр в еврозоне находится, потрясений нет никаких, внешние факторы, они хоть и присутствуют, но они незначительные. Это война на Ближнем Востоке, которая то гаснет, то возобновляется с новой силой. Но это такие конфликты, которые десятилетиями идут, и рынки на них не реагируют. Поэтому, в принципе, я предполагаю, что будет сделано все
для того, чтобы, ну, сделано все это, я так сильно сказал, да, скорее всего, мы увидим, что рост стоимости квадратного метра в провинции Ларнака к концу года будет где-то порядка 3% в годовом измерении, что, собственно, по крайней мере, не удешевит недвижимость у тех людей, которые приобрели данную недвижимость там год назад, да. Это, мне кажется, очевидные вещи, и именно так работают в нормальных странах, где нет внешнего фактора серьезного, войны, как в Украине, да, именно так должны вести себя большинство рынков, а мы сегодня говорим о рынке недвижимости. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова Кипр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, вопросы пишите. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова. До встречи, друзья, в следующих моих видеороликах.